Вітаю вас у своєму саду. Весняному. Оце така метаморфоза трапилась. Случилась такая чудесная погода у нас. Выпал снег. Прямо сугробы целые. Все бы ничего, но я открыла свои рододендроны. Сейчас покажу, как делать точно не надо. Ну, у нас через 2 дня будет плюс 10, и это уже пойдут садовые работы, все хорошо. Как раз мы пионы с вами посадили, их снежком присыпала. Это лучшее вот такое, что может случиться. Снег растает, пропитает почву, а сейчас они такую определенную стратификацию проходят, закаляются, так скажем. А мы с вами пойдем, знаете, куда? Вон в ту розовую теплицу. Ну, на улице сейчас делать нечего. Я вам покажу кое-что интересное. Интересное про вот эту лиственницу. Мы посмотрим и ее, и летом, и как она сейчас выглядит. И я вам что-то расскажу, что с ней можно сделать. Это может сделать вообще каждый эксперимент такой. Попробуйте. Получится и будет у вас свое уникальное растение, сформированное с вами. Ну что, идемте, ждем солнышко. Снег уже до вечера растает. Ну, вот вначале, пока мы отсюда не ушли, покажу вам свои рододендроны. Утром было, сейчас уже 11 часов, ну, почти день. Утром было, они все засыпаны вот такой вот прямо тяжеленной, мокрой шапкой, которую я вначале хотела обмести веничком, а потом решила: Света, погоди, будет теплеть, у нас уже вон капель капает, и они растают, потому что если мы сейчас начнем их, вот этот малышок прямо совсем был засыпан с цветочными почками красивыми своими. Одна стеночка только осталась. Мы могли поломать цветочные почки, а так они постепенно оттают, морозов нету. Если бы это случилось в ноябре, как в прошлом году у нас было ледяной дождь и снег, они бы, конечно, поломались. А сейчас все хорошо. Хорошо, что я еще не высадила свои молодые кустики. Так, берем эту лопату. Минжулеп наклонился. Смотрите, ветка как. У меня в прошлом году поломалась одна ветка вот именно из-за такого снега. Ну, надеюсь, до вечера, если до вечера у нас не тает, смотрите, так лопата, то тогда надо будет струсить. Вот этот рододендрон. Это сосна моя формированная. Что с ней делать, не знаю. Вот этот такой красотун вообще. Красотунчик весь на почках. Самое главное у нас, конечно, чтобы не вымерзли вот эти почки. Ух ты, птицы поют. Магнолию еще не открыла. Так, ну у нас не прогулка, а мы идем вот в ту розовую теплицу. Что-то смотреть. Ну вот мы пришли в святая святых, в теплицу мою. Это огуречная теплица. Кстати, тут вот у меня с прошлого года петрушка многолетняя. Зелень я тут какую-то уже посеяла. Трава прорастает. Так, и что же у меня тут? Смотрите. Осенью, когда я обрезала свои хвойные растения, поломала несколько веток у розы при укрытии. Я их думаю, что жалко их выбрасывать. Я их взяла и воткнула вот сюда в землю в уголке. Присыпала соцветиями гортензии, накрыла
пленкой вот такой. Красная розовая пленка. Почему розовая? От ультрафиолета. Обрезала вторые вершины у Ивоны. Сюда же воткнула. Ну, вот эта малина выросла. С ума, наверное, надо будет пересадить ее наружу. Сейчас я вам покажу, как у нас с розами происходит. Укореняются, смотрите, просто воткнула, ничем не укрывала, там какими-то емкостями, ничем. Пленкой 2 слоя. Тут вторая еще лежала пленка. Почва сырая, видите? Влажная. Я ее не поливала. Так, червяк откуда-то опять взялся. Ну, наверное, им там хорошо. Но я вам хотела, сейчас выкопаем и ветку Ивоны, и вытащим веточку лиственницы. Почки у нее уже набухли, но это не говорит, что там корни есть. Скорее всего, наверное, еще только калюс заложился. Сюда огурцы я буду сажать через месяц еще. Ну, как-то буду пытаться пересадить или что. Посмотрим. Значит, первое про розы. Самый простой способ черенкования. Я розы не черенкую, но кто черенкует мне, потому что не надо уже. Это все плетистые розы. Тут ветка от парфюм Рояль. Кстати, говорили, нет такого сорта. Парфюм Рояль есть и чайно-гибридная, и плетистая форма. Первое слово парфюм, потом Роял. И эльф поломала, парфюм Роял и еще одну ветку, по-моему, Pink Ice. Почему именно плетистые? Потому что они плохо наклонялись и ветки поломались. Смотрите, вот такие толстые. Не надо их черенковать. Я не знаю, вряд ли она прирастет. Ну, корни хорошие пустит, и все будет хорошо. Я их, кстати, тут по сортам пораспределяла. А где какой, конечно же, не подписала. Почки набухли, листики есть у всех. И у этой, и у этой. Так вот, хочу сказать, что лучше всего укореняются веточки даже тоньше, чем это. Вот такие веточки хорошо укоренятся. Кстати, она и с листиком, вы видите. Сейчас мы копнем и посмотрим. И эту. Их, конечно, по-хорошему дергать не надо, но раз уж у нас такая погода, мы посмотрим, что у нас тут с этой розочкой. Смотрите, что у нас не происходит. Во-первых, у нее отличный калюс, из которого, вот, сейчас положу вам и сфокусирую. Отличный калюс, из которого, вот, пошли уже корешки. Если видно, внизу, видите? Вот этот черенок, он уже приживется. Его по-хорошему бы пересадить в горшок сейчас. И вот этот я хочу посмотреть. О, а тут так вообще шикарно. Шикардос, так сказать. В общем, как определить, что роза хорошо зачеренковалась? Видите, толстое такое белое уплотнение, и оттуда или уже пошли, или начинают идти корешки. Так, Света, надо тебе брать горшки и их пересаживать. А вот для сравнения толстую ветку мы, вот эту, смотрите, она где-то с палец. Ого, так я ее там сильно глубоко затолкала. И тут пошел калюс. Ну ладно, в общем, наверное, и это у нас будет укорененное. Там толстенькое. Внизу такое уплотнение, утолщение белое. Но лучше всего вот тут видно.
все это дело. Сейчас я пересажу их в горшочки и с горшочками прикопаю. Так, по розам все понятно. Вот такие толстые не надо. Ничего не делайте. Осенью при обрезке берете свой черенок, закапываете. Ну, если теплицы нету, то, наверное, на улицу и прозрачными горшками пластиковыми накрываете. Как тогда укоренение будет идти, не знаю, но как вариант. Или где-то под зданием, где нету задувания ветра, то, что снег на нее нападает, на эти черенки, это еще и лучше будет, такая воздушная подушка. Так, а я вам хотела рассказать про... еще обещала выкопать ивоны. Так, что тут у ивона? Во-первых, с пяточкой обязательно надо выкапывать. Тут вроде ничего нет. Но я так их, конечно, варварски повыдергивала. Корней, прям таких корней я не вижу. Ну вот тут вот что-то, наверное, есть. На вот этой ветке. Так они выглядят зеленые, не засохли. Это показатель того, что пошло укоренение. А вот эта вот ветка, скорее всего, не укоренится. Ну, во-первых, она большая, такие большие. Света решила сразу дерево вырастить. Да, тут, скорее всего, что... Какой-то, что это, корень какой-то у нее. Так, ладно. В общем, большие ветки не надо, вот такие малюсенькие. Ну, даже разница по цвету видна. Вот эти и вот эти, скорее всего, укореняются. Сейчас я их назад воткну. Так, про вот эти веточки лиственниц. Это лиственница Стив Випер. Тоже обрезала, думаю, а ну я попробую. Так, сейчас мы... их все тут поразглядываем. Это, конечно же, эксперимент. Ну, вот это лучше всего видно. Почечки у нее набухли. Зелененькие, так же, как и на уличной Стив Випер. Она... А вот это даже с пяточкой у меня. Обломана или обрезана как-то. А вон у нее тоже калюс такое. Вот, уплотнение у нее появилось такое. В общем, вот эта веточка укореняется. Что мы делаем? Я вам, знаете, что хотела показать, как мы будем, я их порассматриваю, порассаживаю эти свои веточки, эти розы в горшок. Что мы будем делать вот с такусенькими веточками лиственницы? Ну, во-первых, можно в горшок, можно где-то вместе. Ну, у нас еще снег. Что мы делаем? Мы, значит, я вам сейчас на палочках покажу. Я вот эти не буду сразу тыкать. Что мы делаем? Мы эти веточки, допустим, по 3 штуки, можно по 5, это я обычные палки беру, на расстояние сантиметров 10, наверное, друг от друга. Мы или треугольником, или пятиугольником, чтобы в дальнейшем, ну, у меня 5-й палочки нету, мы их начнем заплетать или плетением какой-то, или косичкой, ну, не косичкой, тут надо переплетать как сеточкой, и поднимать им ствол, чтобы у нас... В дальнейшем вот эти веточки вот так вот высаживаем. Ну, лучше, наверное, треугольником. 5 это много. Это сильно пышно получится. Все. Вот эти ветки, они сами, конечно, расти. У них макушка обрезана, не будут. Но из вот этих почечек пойдут ветки. Вот из этой, и они начнут подниматься. Лиственница вообще шикарно растет. И переплетать мы будем уже новые наши ветви косичкой. По центру мы им поставим сюда опору какую-то. Ну, это
так я вам образно показываю, какую-то вначале арматурину или трубу. Для чего? Чтобы, ну, фиксировать все это дело. Тоненькие веточки, они сами форму держать не будут, будут гнуться туда-сюда. Лучше их обвязать, и по мере роста мы будем поднимать им высоту. Так же, как я делаю со своей лиственницей, которая у меня на арку завита. Сейчас пойдем посмотрим. Так, потом я вернусь сюда и все тут это дело попересаживаю. Розы, вы представляете, принялись. А розы принялись. У меня в прошлом году так 3 куста роз. Не хотела черенковать, а они черенкуются. Вот что с ними сделать? Так, идемте лиственницу покажу. Так, вот эта лиственница. Я вам почему хотела показать ее именно сейчас? Потому что такое черенкование можно делать не осенью при обрезке, а именно сейчас, до того, как распустятся у нее хвоинки. Смотрите, вот они уже на низком старте. Эти хвоинки вот такие зелененькие. Пообрезать несколько веточек. Сильно длинные не надо, потому что, ну, не потянет, не хватит силы роста. Мне ее немножко тут надо еще пообрезать. И вот как хотела вам показать, как у нее гнется вот этот ствол. Во-первых, одна веточка растет. Вы видите, какой длинной? Она растет и растет. Сейчас я обойду вам, чтобы не дом показывать. Вот. И эти плети, вот они, и свисают, а вон та центрально мы ее будем аж вон туда гнуть. Почему мы берем расстояние где-то с ладошку между веточками, когда их расставляем? Смотрите, какой толщины будет ствол. Вот такой. Это ее вот такая вот веточка одна, поднятая вверх. То есть я одну веточку подняла вверх, и она стала вот такая толстая. И почему ей нужна опора? Она же мягкая сразу. Вот такая мягкая веточка. И мы их между собой очень легко попереплетаем. Значит, кто хочет такой эксперимент устроить? Сейчас, прямо сейчас, даже несмотря, что у нас, вот, допустим, снег, ну, при нулевых температурах, +1, -1, нарезали веточек где-то в место непродуваемое, не затопляемое, что очень важно. Суглинок слабокислое, ну, как лиственницы сажаем, как мы хвойные сажаем, или если нету слабокислый торф, сделайте такой эксперимент. Небольшой, сантиметров 20 веточка пусть будет. Воткнули, можно сразу пятиугольником или треугольником, и накройте прозрачной пластиковой емкостью, но желательно с отверстиями, чтобы было небольшое движение воздуха там. По мере потепления, смотрите, какие уже у нее. Она ждет первого солнышка. По мере потепления они пойдут в рост. Вообще весной черенкование самое лучшее. Так, смотрю, что мне тут ветку обрезать. Вот это надо. Самое лучшее черенкование — это весной. Красота это случается. У растения как раз в движение приходят все внутренние резервы его, движение начинается, и она сейчас, может быть, я даже и сейчас такое сделаю, и из теплицы те возьму, которые уже простояли и вот-вот укоренятся или уже укоренились, и вот эти. И мы, кстати, сравним результат, какая лучше. И потом мы их переплетаем между собой и поднимаем ствол до высоты, который нам нужен. Допустим, мы хотим там по грудь. На уровне груди мы начинаем верхушки прищипывать, а вот эти ветки
пойдут у нас вниз. И у нас получится обычная плакучая форма. Если вы захотите деревьями прямо ее туда поднимать, вы сделайте себе дерево. Предлагаю устроить эксперимент садовый. Сейчас как раз, повторяю, лучшее время для таких садовых экспериментов. Ну что, я пойду сейчас там те розы в горшки посажу уже из теплицы по горшочкам и побегу домой. Сейчас на улице особо так делать нечего. Но через 2 дня у нас будет теплынь, и Света розы ждет. Света ждет розы. Делаю новый розарий в пурпурно-фиолетовых тонах. Посмотрела свои видео, вот те, где Миранда роза. Такая она красивая, с фиолетовым отливом. Захотела еще сортов. Правда, уже припозднилась. Надо было, как я говорила, в начале февраля заказывать. А я заказала уже после 20-го, где-то 15 февраля. Розы были не все еще остатки. Место у меня одно есть для розария. Заказала 6 новых пурпурных роз. Ну все, всего хорошего. Пишите ваши комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы. И уже ждем весну по-настоящему. Она вот-вот. У меня тут есть даже тюльпан. Я когда гуляла, сейчас я его найду, не найду. Присыпано, не снежком присыпано. А вот он, смотрите. Он бедненький, присыпан снегом. Но уже бутон, я не знаю, как он зацветет, не зацветет этот тюльпашек мой. Вы видите, как природа борется? Природа борется с обстоятельствами. Все, всего хорошего.